Привет! Сегодня мысли о профессионализме. Про пресловутые 10 тысяч часов и в чем их несостоятельность. И про то, как стать профессионалом. Я считаю, что профессионал в музыке — это тот, кто сел и написал. Конечно, возможны исключения. Чем утилитарнее музыка, тем быстрее ее напишет профессионал. Но при этом это будет достойная музыка, а не какая-то проходная. Профессионал знает, на какие нужно надавить нотки чуткой или нечуткой души слушателя, чтобы вызвать ту или иную эмоцию. Я причисляю себя к профессионалам вот по вот этим причинам и считаю, что могу позволить себе говорить на эту тему. Есть известное мнение: чтобы стать профессионалом, нужно работать в этой сфере 10 тысяч часов. Это, кстати, 5 лет, если работать 5 дней в неделю по 8 часов. И я так часто говорю студентам: 10 тысяч часов довольно близко к правде. Но, как я люблю говорить на этом канале, есть нюансы. Концепция 10 тысяч часов — это скорее полезный ориентир. Важно знать, что успех зависит не только от этого количества потраченного времени. Кстати, это понятие ввел психолог Андерс Эриксон, а популяризировал Малькольм Гладвелл в своей книге «Outliers» 2008 года. Есть много разумной критики этого подхода. Да и сам Эриксон говорил, что важны не просто 10 тысяч часов, а качественные 10 тысяч часов. Но качественные — это как? Выделяют несколько критериев, но для музыкантов, мне кажется, важны два особенно. Первое — это практика в некомфортной зоне, и второе — это повторение с качественным фидбэком. Сначала про первое — практика в некомфортной зоне. На границе возможностей. Если десятки лет играть на гитаре пару песен, вы не станете профессионалом. Или вот пример. Человек, в принципе, уже сносно водит машину после определенного, но не такого большого количества часов езды. Но чтобы стать профессионалом вождения, нужно попадать в различные сложные ситуации. Вождение в дождь, в снег, на песке, на льду. То есть важно не просто 10 тысяч часов повторять одно и то же, а выходить из зоны комфорта. Писать разные стили музыки, записывать живых музыкантов, написать трек из одного сэмпла или только на аппаратных синтезаторах, написать музыку для рекламы, попробовать записать разные микрофоны, попробовать записать вокал только на встроенный микрофон ноутбука. Я могу минут 30 перечислять варианты. А уж сколько разных подходов может быть во время написания музыки. Например, начать с мелодии, с ударных, написать трек только из свободно распространяемых сэмплов, синтезировать 100% звука в треке, или написать трек на одном синте без использования сэмплов. Короче, остановите меня. На самом деле, некомфортная зона начинается даже с применения компрессора на инструментах и звуках. Чем больше вы всего разного попробуете покомпрессировать, тем больше у вас будет разнообразной практики. И это еще нужно помножить на качественную обратную связь. И тут мы переходим к этому пункту. Повторение с качественным фидбэком. Важно иметь наставника, тренера, коуча, называйте как хотите, кто профессионально может дать обратную связь. Такой человек, как правило, видит слабости и указывает на них. И здесь основная проблема — восприятия критики. За кучу лет в образовательных процессах я с сожалением замечаю, что далеко не все готовы воспринять обратную связь, если она указывает на слабые стороны их деятельности. И это даже с учетом всяких трюков типа «я сообщений», фокуса на проблеме, а не на личности, конкретику, ясность, баланс критики и похвалы. В общем, всех вот этих психологических уловок с целью подстелить соломку под общение. С положительной обратной связью вообще нет проблем. Там все прекрасно, это очевидно. Но любое упоминание, что в музыке что-то не так, способно надломить тонкую душевную организацию некоторых музыкантов. Таких людей я призываю пересмотреть свой майндсет, свое видение мира. Во-первых, слова о том, что что-то не так, не воспринимать на личный счет. Типа «с вами что-то не так». Это с музыкой сейчас что-то не так. А во-вторых, воспринимать это как еще одну прекрасную возможность роста, а не то, что вы на что-то не способны. Майндсет — это ваша призма, через которую вы воспринимаете все вокруг, и критически важно настроить это так, чтобы развиваться, а не топтаться на месте. Мир и прогресс не стоят на месте. Если не двигаться с ними, можно безнадежно отстать. Вот сколько из вас уже использует нейросети при написании музыки? Если с выходом из зоны комфорта в целом все понятно, то откуда же брать качественный фидбэк? Найти хорошего наставника и подкачать свою менталку. И второе, кстати, даже важнее первого, потому что пофиксить свой майндсет вы научитесь определять токсичного наставника от нормального. Да и вообще, менталку пофиксить — это сильно помогает в написании музыки. А что такое нормальный наставник? Это профессионал с опытом, сапожник с сапогами.
вам нравится его продакшн и что он делает. Он умеет объяснять, причем не словами «делай вот так и вот так», а «делай вот так, потому что». Хороший наставник всегда объясняет, почему нужно что-то сделать или, наоборот, не делать. Компрессию, например. Этот человек должен уметь говорить, что в музыке хорошо, а что нужно доделать. Но помните, что даже самый лучший ментор в мире — это, по сути, лишь катализатор вашего роста. Основной химический элемент этой реакции вы сами, и без вашей готовности его услышать это будет просто бесполезно. Поэтому у меня основная мысль сегодня — начните с себя. Прежде чем искать наставника, нужно прокачать свой майндсет, научиться отделять свою личность от своей музыки и воспринимать любую конструктивную критику как подарок, как дорожную карту к новой, лучшей версии своего звука и музыки. Важно запомнить, что качественный фидбэк — это не всегда приятно, но всегда полезно. И как только вы будете к этому готовы, ищите не просто критика, а практика, чьи работы вызывают у вас уважение. В конечном счете профессионализм — это не просто 10 тысяч часов, а 10 тысяч часов осознанной работы, постоянного выхода из зоны комфорта и трезвого анализа своих действий. Это и есть путь профессионала. Ну а на этом у меня на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.